кажется, что они с чем-то, эти круассаны. С пудингом или, может, с шоколадом, не знаю. Они тяжеленькие такие. Сейчас узнаю. Дождик. Да. Доброе утро, страна. Мы такие веселые после вчерашнего. Я не знаю, какой ты веселый, я никакая. Веселый. Ой. Какой вчера был? 8-й день, чи 9-й? 8-й. Суббота, подожди, 8-й. Ты у Суббота, да, нас 8-й. ведешь. Да, на 8-й день мы наконец-то заехали в кемп с полными условиями. А то мы вечно так то запаркуем, то только воду дополнить, то это. А в этот раз заехали, уже и электрика есть. Поэтому и заехали. Да, поэтому, как бы, тут вот. Но вчера было критично, потому что уже все так на грани позаряжали все, что могли. На грани. Вот сейчас еще тут дозаряжается все. Вот. Ну, можно было бы и не заезжать, можно было бы, но уже решили. Потому что тут рядышком этот замок, а сегодня дождик. Мы ж не успевали в него вчера. Да, Поэтому но мы нам вчера не надо было успевали. где-то все равно останавливаться. Но мы решили тут это. Но вот еще, что хотел сказать, это все-таки там, где что-то крутое и знаменитое, там парковка стоит космические деньги. Вот здесь мы вдвоем, нам посчитали бонифация еще. Ну вот мы там, на ночь же оплачивается, да, электрика, вода, тут социальные услуги есть, бассейн, там в начале все это, 27 евро. А возле знаменитости Мон-Сен-Мишеля просто то, что ты там стоишь, 23 евро за сутки. Вот так вот. Запахи Франции. Круассан. Круассан, Ты Франция. не умеешь тогда говорить. Я так, Бонифация. Или как он? Бонифац, как он там был по-французски. И то просил помощи. Не знаю, не Ну, помню уже. Да. Или масло, или пудинг. что-то Непонятно. такое есть. Ага, что-то есть такое. Потому что он тяжеленький. А так смотришь, не видно. Он или в нем размазанный, или... В остальном же, когда это... Мгм. Но вкус какой-то там есть. Вот какой-то вот, это как масляный какой-то. Это круассан масляный. Да? Только внутри, я не знаю, или масло с сахаром, или пудинг. Вкусно. А мы вчера вечерком, посидели, и уже сил не было ничего убирать. Теперь у нас все мокрое. Так оно пластмассовое все. Единственная вот эта подстилка. Так, выбросим. Я ее вот так А? в ведро положу, Угу. чтобы туда стекало. Подседайки тоже будут стекать. Подседайки тоже будут стекать. Угу. Ну, я туда все положу. Потому что А потом где-то, если там где-то станем так на часик или где-то там заночуем, так там повесим. Я смотрел, тут целую неделю дождь. Ага. Тут. Ну, я смотрела на завтра, на послезавтра дождь. Мгм. Потом уже не смотрела. У меня сразу открылось на неделю. Потому что у меня была такая мысль остаться. Не, ну не надо. Это может еще с этого, ветер с этого. Ну, я с Бонькой гулял, только что небольшой был. Под зонтиком. Посмотрим, что там за... У нас площадки есть еще. Угу. Посмотрим, что там за это. Там две стоянки. Одна пишут нижняя, одна верхняя. Ну, типа верхняя лучше. Там вид такой открывается. На замок и на околик. А нижняя, там написано было, что... Ну, переводчик же. Нужно... Короче, ты должен быть таким хорошим водителем, потому что там подводные камни. Ну, типа такие. Надо смотреть, хорошо.
Типа как лежачие полицейские. Ну, такая природная. Твоего друга задело вчера. Не ответил ничего? Ответил то, что мы Хорошо. посылали. А что мы посылали? Я уже не помню. Помнишь? Бонифация. Ты же вчера Google перевел, не Google, а Siri. Сказала, что ты французский Бонифация. Бонифация, как-то так. Ну, твое имя на всех языках можно. Короче, папа французом у нас не будет. Ну, а что ты хочешь, чтобы я стал французом, читая названия городов? Заезды. Во время движения. Ага, пардон. Да? Ой, вот, я ушко потрогал, ты не хотел, чтобы Не я трогал. надо. Смотри, как ушко. Ой. Что ты, что-нибудь давай. Ты красивый, где мама покупала с утреца. Опять лицо мыла. Это мама, она все время. Да. Ужас какой-то, ребенка все время моет. Вкусные. Вкусная Очень. труба. Вкусно — это слабое слово. Надо поехать им сказать спасибо. Ну, ты одного съешь, уже наелся, блин. Давай это Алексеевича наберем. С Франции муж никто не звонит. Сейчас, подожди. Покажи мне, что Литва ответил. Кого? Что Литва ответил? Да, потом. Мгм. Что-то это... А сигнал плохой. Плохой. Я не смогла подключить планшет и смотрела телек с телефона, а их не... Да в яме, может, где-то находимся. Не, Нет. у них есть, можно купить Да. этот платный. Зачем? Она подключается, а не фурычит. Код надо ввести. У тебя папиного дам. Без масла. У него еще 2. У него уже немножко осталось. Что-то он. Ну, пишет, что был 14 минут назад. Ага. Сейчас послушаем, что сказал. Здорово, путешественник. Гляжу, ты мне звонил и не дозвонился, а я заметил, VPN включен на телефоне. Такая херня происходит. Прозвон не проходит. Не знаю почему. Сегодня вот мне тоже знакомый набирает через Телеграм. Я не в понятках, что-то раз, а потом смотрю, что... Да его звонок нету. А потом гляжу, эти-то пропущенные приходят. Ну, в общем. Если что, ты мне это... Ну, дозвон, а потом голосовой отправляй, я этот VPN выключу. Вот. Ну вот.
Еще один кусочек. У меня уже нет. информацию. Ща. Ты где уже? По Парижу гуляешь? Нет. Парижанин. Парижанин Парижа. Рожатый. Ну давай там. Будешь на Елисейских полях, позвони. Алексеевич, ну на Елисейских полях еще не был. И вряд ли буду. В этот Ну вот, раз нет. ну вот с замка короля Ричарда тебе звоню, а ты не поднимаешь. Бери половинку. Не хочу. Не могу уже. Труба сытная. Вкусные, но очень сытные, да. Ну вкусные. М. Очень. Сейчас прочитаем. Я думал, что вы тратите бабло, как настоящие туристы, по 10 евро за сэндвич. А вы пользуетесь плиткой. И меня зовете к себе. Хочется знать, мне со своей плиткой приехать к вам? С холодильником напиши. Фотографию присылает газовых баллонов и пишет: газ есть. Я ему пишу: а ты догадливый. А вы мне тут про пестики. Варламов и тот в хотелах живет. А вы где, стесняюсь спросить? Кстати, насмотрелся очень много неприятного. Даже немцы бывают нищими. И я делал пожертвования. Я ему пишу. Мы все время делаем. А я ему пишу: а ты спроси, не стесняйся. А потом... А, вот Лешка. Алексеевич, привет. Здрасте, здрасте, здрасте. Ну, тебе звонит Франция. Французак Костян. Господи. Ну, здорово. Я тоже думаю, что здорово. Я уже французский выучил по названиям городов, которые мы проезжаем. Читаю названия городов и учу французский. Папа гонит. Папа гонит волну. Мне, кстати, реклама французская вылазит вот через VPN. Ну, видишь, у тебя... Знаешь, что я вот не вышло? Что имя Леша? Леша по-французски. Это кот. Алексеевич, ну мы проснулись, пьем кофе с круассаном. Круассан. Круассан. Леша. Ну, у них Ша, это кот, а Леша, ну вот. Ага. Мы сегодня на... Как это интернет во Франции нестабильный. Что-что? Что-то интернет во Франции маленько нестабилен, да? Ну, у меня аж чешский. Мы здесь снизу где-то. А мы мы тут мы в яме в какой-то. И поэтому... Вы проснулись-то? Да, мы проснулись, пьем кофе. Сейчас будем собираться. И хотели попасть в замок, но пошел дождь. Видимо. Пошел дождь. А мы все равно пойдем. Да, и сейчас решим, или пойдем, или уже поедем в Швейцарию на водопады. В смысле, со Франции во Швейцарию? Ну да. Вот так ездим. Леша, тут недалеко, тут 600 километров. Нихера себе, это как ДЧТ перейти на 12 часов. А что нам? Мы ж не пешком. Не, ну он имеет в виду расстояние Ну, там понятно. из области еще не выйдешь за это время. Ага. Не, ну 600 километров у нас что в ту, что в другую, да? Ты в Иркутскую область, либо в Читинскую приедешь. А вот если вот на север у нас по Бурятии, то там, по-моему, почти 1000 километров. Все будет Бурятия.
Да. Про- Ну, про- у нас Проехали мы уже больше 2000. А за это время мы проехали немножко Чехии, Германию, Бельгию, Голландию. И вот мы во Франции. А Германия считается 2 раза? Не, ну в Германию ж потом поедем. Мы ж да. потом поедем все-таки еще. какой город тут ты сейчас? Лес-Анджелес. Ангелес. Типа, По-французски Почти. Лес-Ангелес. Лос-Анджелес, короче, по-французски. Французский. Ле-Анджелес. Да, Ле-Анджелес. Лес-Ангелес, оно. А тут этот замок короля Ричарда был. И вот мы собирались с него сходить. Вернее, еще собираемся, ну, посмотрим. До Парижа тут далеко? Не знаю, но мы Париж будем проезжать с краю, когда поедем. Туда не будешь, да, заходить? Называется. Не-не-не-не-не. А, вот правильно, по-русски Лес-Анджели. Леш, у нас времени в обрез. Мы вот это... Да, Мы позавчера мы за один день 5 или позапозавчера мы за один день 5 или 6 местопримечательностей посетили. А главный вопрос-то, а отдыхать когда будете? А когда едем? Понятно. Это же круто. Мы эти, как их, батерки набьем. Леш, ну физически, конечно, тяжело. Если честно, я готовый. Мы позавчера 20 километров, а Ксюха 16, да? Или я 16, а Ксюха 11. Что такое? Позавчера? Ну, когда мы были у Мишеля 2 раза, вот, я еще вечером ходил. Вчера? Позавчера? Не, позавчера. Позавчера я прошла почти 9 километров. Ну ты да, а я на 15 20 или 16. Больше. Потому что я вечером еще ходил. Ну так-то бы, по идее, было на все А самое больше мы прошли... Да, Леш, понимаешь как? Смотри, оно своего рода, вот это вот то, что мы затеяли, вот этот познавательный или как, обучающий, или как правильно назвать, вот этот заезд или путешествие, это сильно круто мы взяли. Там вот эту вот Нормандию, там можно 10 дней только в Нормандии, это больше, наверное. Это все эти 2 недели. Да, можно и 2 недели было провести именно в Нормандии, вот это вот высадка, вот это все. Там, Леш, там не передать, там столько всего. Мы вот между вот этими памятниками, когда ездили, но мы выбрали самые крутые. И вот 30 километров между ними, 15, 20. А между ними еще А между ними, Леш, между ними еще есть. И вот мы попали уже, когда в самом конце мы попали на вот этот, пляж Юта. Их там, вот видишь, 5 пляжей. Так вот, крайний был Юта. Но мы зашли в городок, но уже на пляж не пошли. Там и батарея была, все, но уже просто не пошли, потому что уже времени не было. Так что у нас такой, у нас факт, у нас не релакс, у нас руки в ноги и вперед. Купаться-то не купался? Да нет, не купались. Мы вчера, ты когда смс-ку прислал, сообщение прислал, мы уже топали в 7 часов утра. Ну, без 10, мы вышли что-то около 7. Ну, у тебя без пришло. 5, Или без 5-7, как раз смс-ка твоя пришла, мы как раз уже вышли. Все дрыхнут. Мы 15 минут шли по парковке, ну там вот парковки, да? Дорожка идет 15 минут, потом парковки заканчиваются, начинается кемп, еще минут, 5-10. И вот это всю мы шли сами. Мы были вторые, когда пришли на этот памятник. А первый был СПБ. Но
Прилив, конечно, страшная штука. Не убежишь. Вот этот прилив, который был вот возле этого острова Сен-Мон-Мишель, вот этот, там, где аббатство, вот это все. И когда начинается прилив, не убежишь. И там, по-моему, 3 человек 4. или 4, и 2 еще, ну 4 оказались в воде, они же придурки лазят по вот этому, по пляжам, когда вода уйдет, Ил. по илу поэтому. Что они там лазят? Ну и два их побежало, еще 2 их побежало спасать. Ну, выбрались, ничего не случилось. Ну, факт, что не Они с краю были, ну все, по грудь в воде. Ну, там, видимо, занижение местности какое-то, поэтому так заливают. Там, Леш, ну, мгновенно. Мы сняли немножко. Я один раз снял. Я когда вечером пошел в замок фотать, так я немножко снял. Я не ожидал просто. Я так повернулся, раз она ввалит. А потом, когда Ксюшкой пошли, хотели специально снять, а оно на 15 минут позже началось, а мы немножко отошли с того места. Но все равно видно. Вот, но прилив страшная вещь. Я не ожидал. Я думал, что можно, знаешь, вода прибывает, а ты там как-то потихонечку, а ты можешь идти там или бежать. Да хрен там. А потом, когда был пик прилива, так остров полностью отрезал. Мы стоим на одной стороне, а люди на мосту с другой стороны. Стоит полиция, вот, чтобы никто не шел. Ну, а потом, когда и садится вода тоже так же мгновенно. В течение 10 минут появился мост, прям мгновенно. И вот это максимум прилив, наверное, часов в 10 был. Вот где-то без 15:09 он начался, где-то в 10 был пик, и потом уже падает. Ну, я таких глубоких не видел, но далекие видел, метров 100-150 вода уходит. Ну, там просто мелко. Да, не, ну знаешь, зрелище классное, конечно, впечатляет. Вот природа такая, что ты думаешь, да ни хрена ты не сделаешь, блин. Какой ты маленький. Ну да, знаешь, как вот когда там пожар, что-то с пожаром как-то можно пытаться бороться как-то, а тут что тут делать? Руки в ноги и вперед. Это Средиземное же, да, море? Нет, северное. Средиземное это в Италии. Ага, понял. Ну, я там в районе. Леш, я точно такой же, как ты. Я вот это знаю, что оно северное, потому что я тут был. То есть сейчас планируешь куда? В Швецию? Или куда? Что? В Швецию планируешь В Швейцарию. ехать? А я, видишь, для меня порой вот это Швеция, Швейцария, оно как манит однотипно. Да я тут тоже, ну. Нет, мы сейчас поедем на парковку этого замка посмотрим. Потому что там, если идти знаешь, просто по полям, по лесам, там 10 минут к нему идти от парковки. А после этого дождя, если там нет тротуаров, каких-то там дорожек или хотя бы каменистого там чего-то, ну, чтобы в грязи не прийти туда, то, может, и не пойдем так, снаружи посмотрим сдалека. И сразу едем. А если можно, так зайдем. Вчера заехали в кемп, ну, полноценный кемп. Вот, короче, 8 дней мы выдержали без электрики. Заряжались тут, да, заряжались это, как его, во время езды, во время ночевки, но уже на грани было. Но как бы можно было обойтись, но уже раз тут парковка, это так мы полноценно заехали, зарядили все, что можно. Сейчас еще поедем, баки заправим, сольем воду и в путь. Но эта машина получается намного получше, да? Леш, она комфортнее. Но в плане спанья одно и то же, но чуть-чуть длиннее. У меня ноги не упираются, как в прошлый раз я доставал стенку. По объемам бак и это все то же самое.
В этот раз мы котел включали. Когда вот выехали, вот этот же ураган был, мы выехали, так там было холодно, мы котел включили. Вот, с водой разобрались, потому что в прошлый раз как-то там он так непонятно то работал, а то нет, а в этот раз да. Ну и она новая, едет совсем по-другому ж. Ну, комфорт. Спереди полок охрененно. Свет уже вот этот весь LED. Вот, светит как сумасшедший. Две лампочки включаешь, под полочками все освещается. Ну, круто сделано вот это. И ящичков больше. А, еще круто, знаешь что? Холодильник полноценный. Вот это, конечно, бомба. Вот. Ну и едет она получше. Может, потому что новая, может, потому что, не знаю, ничего не скрипит, ничего не тарахтит, нигде не это. В общем, ну, комфорт от езды я получаю. Вот именно. И тяговитый, я не знаю, наверное, 2,5 литра. Мотор тяговитый. Я на 6-й передаче 50 километров могу ехать. Прикинь. Да. Всего их сколько? 6. Но я иногда хочу включить 7-ю. Но не получается. У него механика, что ли? Угу, угу. Ну вот, примерно так. Так, хорошо, Алексеевич, давай. Потом наберем тебя со Швейцарии. Хорошо. Когда доедем. Давайте так. Да, все, давай. Счастливенько, потом свяжемся. Так, а я еще Литве, знаешь, что ответил? Про пожертвования. Я ему пишу. И какое это чувство за то, что помог тем, кто нуждается. Тебе понравилось? Хотел написать, ты давно богатым стал. Думаю, ладно, не буду дергать. Короче, из этого, который сверху паркинга, идти 12 минут. Угу. А из этого, который ниже, как бы внизу, Ну, подожди. ты ж переводишь, ты же переводчик. А из этого пишет 6 минут. Угу. Но из него немножко нагору. Мне кажется, как бы я смотрела, мне кажется, что с него лучше. С нижнего? Но Угу. тут только 2 всего. Вот он пишет, вот это, что я тебе говорила. Отличная парковка. Конечно, хорошо посещаемая. Короткий путь к замку. Доступ к самой парковке возможен при наличии дорожного просвета. Что это такое, я не знаю. Вот тут он что-то обозначил. Мгм, Вон, видишь, мгм. как лежачие полицейские, Мгм. типа, такие всякие. Это он когда был? Он имеет в виду, Год что назад. если низкая машина к дороге, Ага, тут цепанешь. да. А это 3 недели написал. Мне больше нравится тот, что сверху, но тоже хорошее. Угу. Но сверху дольше идти и вниз. А зато назад потом наверх идти. Ну, тоже. Да. Ну. А Едем, этот, едем на нижнюю, да, посмотрим. Да, нет, разберемся, едем дальше. Все, солнышко, спасибо. Было все очень вкусно. особенно Французам круассаны. спасибо. Круассаны. Бля, круассан. Сон. Ну, короче, сон. В общем, Бонечка. Француз из меня, как из тебя, блин, балерина. Но это, слушай, жарко. Мне мне хорошо. Супер, все. Спасибо этому дому. Едем к другому. В общем, все было очень вкусно, замечательно. Едем в замок, потому что дождик перестал. Я иду все паковать. Давай. Потом тут все запакую и едем. Ребята, встретимся в замке.